И сейчас мы будем смотреть с вами разговор вашего загаданного человека с соперницей. Если мужчины смотрят, то интерпретируйте под себя. Что они говорят о вас? Это человек, которого вы задумали. Это женщина, которую вы считаете соперницей. Что они говорят о вас? Видите, не хочет она. Не хотится ей вертиться, не хотится ей узнаваться. А мы все равно узнаем. Я работаю по потоку, по ясновидению. Все мои контакты в шапке профиля. Загадывайте человека. Давайте посмотрим, что он из себя представляет, этот наш человек. Ну, давайте так, раз не вышло так, значит так. Что представляет собой этот человек, которого вы загадали? Человек, который все время борется с трудностями, который человек все время придумывает бесконечное вранье, и в этом вранье он сам уже варится и кипятится. Что это за человек такой? Человек, у многих это будет человек с цепями женатый, или если это человек свободный, то он каким-то образом связан какими-то догмами и связями со своей семьей, мамой, папой, там прочими. Что это за человек, который очень любит деньги? Человек, который, знаете, он так очень много сделал уже не очень хорошего в жизни. Он может обмануть, молча уйти, спрятать свое лицо, и вообще человек предатель. Что это за человек? Да, мчатся кони, мчатся в тундру. Человек, которого на первом месте деньги и все что угодно, но он эти деньги часто берет не от себя, а каким-то образом воздействие на других. Ну, а теперь будем смотреть, что думают эти люди, о чем разговаривают. Ну, давайте начинаем с него. Так. Что ты говоришь о женщине, которая тебя загадывает, соперница? А говорит он то, что, ой, она такая, в облаках летаю. Она такая, в облаках летаю. А что на это отвечает соперница? Сейчас ее вот так поставим. Что отвечает соперница? А соперница отвечает, знаешь ты, может быть, она, конечно, и такая, но она просто так свою не упустит. Она своими зубами, своими ножами, она не упустит, даже если она страдает и плачет. Что отвечает на это мужчина? Ой, да ладно. Да ладно. Она же думала, с кем она связалась. Она же думала, ну, если замуж за кого выходила. Но она знала, что я люблю женщин, я люблю веселье, я люблю всякие игры, я люблю радость, я люблю. И для меня, да, сегодня Даша, завтра Маша. Я люблю переписываться, люблю общаться. По-разному этот человек делает, он ей так говорит. Что отвечает на это соперница? А соперница говорит, знаешь, а ты знаешь, что она, конечно, такая, она хочет от тебя какие-то деньги взять, но она внутренне какая-то сильная. Ну, можно ее, конечно, обмануть, но она прослеживает за тобой. Что на это отвечает Валетович? А Валетович говорит, да ладно тебе. Ну, завтра поедем мы с тобой по Сочам, или еще куда-нибудь, или с кем-нибудь, или в интернете прошвырнемся. Пути дороги такие. Знаете, вот человек, который мужчина, он как-то, вот знаете, относится к женщинам, как будто это игрушки. Игрушки в магазине детских игрушек. Резиновые такие игрушечки. Кукла Даша, кукла Таша, кукла Маша. Что отвечает соперница? А соперница отвечает тем, что она сама боится, что этот человек ее бросит. А говорят они о вас. Она говорит, ну, это же она такая была, ты ее
игноришь, ну, другие есть. Что на это отвечает он? Здесь у многих, о ком вы спрашиваете, это человек или ваш действительно человек, с которым вы живете, или действительно это супруг, ну, больше подходит. А он говорит, ну, она императрица. Она императрица, она моя жена. Если у вас просто отношения, то он вас считает, что вы женщина, которая императрица. Женщина, которая может хранить род, рожать детей, плодородность, вот что. А что она говорит об этом соперницам? Что она... А соперница, знаете, что говорит? Ну, знаешь, она, конечно, может, и императрица, но ты еще мальчик. Мальчик в шортиках, который все ищет своим посохом, кого еще на этот посох приставить. А она верит, что ты вырастешь, она так говорит, эта соперница, она верит, что ты вырастешь, станешь мудрым, но пока ты со мной. Тут очень хитрая женщина. Что отвечает мужчина? Мужчина говорит, да я вообще-то, она императрица, а я маг. Тут человек использует какие-то силы. Силы воздействия могут быть от того, что он мужчина, и гаркнуть. Силы воздействия, которые он может страхом, и силы воздействия, которые человек может принять именно какими-то эзотерическими, магическими способами. Он говорит, у меня ключ в руках, как сказал, так и будет. Что отвечает? И она будет меня слушать. А здесь, знаете, что говорит соперница? Знаешь, за все плохие дела, даже как и есть, всегда есть страшный суд. И если я тебя тоже боготворю, но и к ней не могу мне плохо относиться, потому что здесь идет такое, что возврат. Если даже вот вы расстались, то здесь идет, что человек захочет вас возвратить. И соперница этого боится, что говорит этот человек. А этот человек, знаете, сам не я и попа не моя. Он сам себя привязал на эту цепь. Он заключил контракт с черными силами, и поэтому носится и бегает за мышинками-норками, за мышинами-норками, и сам себя посадил на замок. И у него все время идут страдания и мучения. У человека идет, и он так отвечает, я страдаю все равно. У человека вообще у этого будет какая-то болезнь или что еще. А она говорит, да, надо страдать. За все, что мы делаем, потом на нас за плохие дела ложится тяжелый, огромный крест на грудь. А я принимаю и приобретаю. И тем, кто смотрит, желаю без страдания отодвинуть ненужных людей. И что тогда у вас будет в жизни? А тогда, действительно, если вы официально в каких-то отношениях вы их разорвете, а если вы будете их продолжать, то также и будет все в вашей черной луне. Принимаю, приобретаю, отодвигайте людей, смотрите видео, которые я вам показывала, отрубить крадники, отрубить недругов, отрубить людей, которые мешают вашей жизни. Принимаю, приобретаю, заходите в Телеграм и, пожалуйста, лично, по-быстрому, по ссылке. Пока-пока.